Привет! Впереди тебя ждет краткий пересказ фильма «Джанго освобожденный». Приятного просмотра. Где-то в Техасе за 2 года до гражданской войны пара вооруженных всадников перегоняет вереницу темнокожих рабов, проходя через живописные места Дикого Запада. Как вдруг ночью им навстречу выезжает загадочная повозка. Возница после требования всадников представляется доктором Шульцем, дантистом, о чем свидетельствовал огромный зуб на крыше его повозки. Доктор сказал, что искал именно их, едущих после ярмарки. Ему нужен был один раб, которого не купили, с конкретной плантации. Им оказался Джанго. На вопрос Шульца, известны ли ему братья Бриттл и сможет ли он их опознать, Джанго ответил утвердительно. Погонщикам не понравилось, что доктор в вежливой форме общается с рабом, и сказав, что сделки не будет, велели ему проваливать, пригрозив оружием. Поняв, что беседа зашла в тупик, Шульц молниеносно выхватил револьвер и отправил пулю в лоб первому всаднику и в голову лошади второго, которая, падая, придавила его. Дантист объявил, что покупает Джанго, после чего освободил его и велел залутать одежду безвременно почившего погонщика, пока он рассчитывается со вторым и оформляет купчую. Опешившим от недоумения остальным рабам он предложил выбор – помочь своему хозяину и припроводить его 30 миль до города, либо прикончить его, закопать и отправиться на более терпимый север. Нетрудно догадаться, что они выбрали. Тем временем Шульц и Джанго прибывают в город, жители которого оказались изумлены видом темнокожего верхом на лошади. Они направились в салун, хозяин которого, возмущенный нахождением Джанго в своем заведении, устремился за шерифом. Доктор, под стаканчик пенного, рассказал, что больше не практикует, а занимается охотой за головами, и объяснил весь процесс. Он предложил Джанго сделку – помочь ему найти братьев Бриттл, внешность которых, в отличие от раба, ему неизвестна. А в награду за это он пообещал свободу и по $25 за голову каждого из братьев. Прибыл шериф и потребовал разъяснения дантиста по поводу происходящего, но вместо этого получил пулю в живот из скрытого револьвера и вторую в лоб. Шульц сказал хозяину салуна, что теперь можно и позвать маршала. Федеральный маршал, расставив своих людей с направленными стволами в сторону салуна, приказал дантисту выйти с поднятыми руками. Шульц, заверившись, что не будет немедленно пристрелен, вместе с Джанго выполнил его требования и, оказавшись на улице, объяснил, что пристреленный им шериф на самом деле преступник, за голову которого назначена награда. В подтверждение своих слов он показал выданный ему окружным судьей орден. Другими словами, маршал, вы должны мне $200. Во время привала на вопрос доктора, чем он планирует заниматься, когда получит деньги и свободу, Джанго ответил, что разыщет и выкупит жену. Ее первые хозяева были немцы, потому ее назвали Брумхильдой. И хозяйка обучила Хильде своему родному языку. Прибыв в Теннесси, они направились в магазин одежды, где Шульц рассказал план, согласно которому Джанго будет играть роль камердинера, когда они прибудут на плантацию. Разодетый раб и дантист приезжают к плантатору. Доктор сообщает, что намеревается приобрести одну из негритянок и убеждает хозяина поместья пройти в дом, чтобы обсудить дела. В это время одна из девушек показывала Джанго плантацию. Отойдя немного, он спросил, знает ли она 3 братьев, надсмотрщиков, прибывших в прошлом году. Она указала на одного на поле. Джанго сразу узнал его. Он когда-то истязал Брумхильду. 2 других у конюшни собирались высечь рабыню. Кипя от злости, он направился к ним и, прибыв до того, как они начали сечь девушку, окликнул одного из братьев и пристрелил его. Затем схватил кнут и начал полосовать им второго. Под всеобщее изумление рабов он закончил дело при помощи револьвера. Подоспевший в этот момент Шульц по указке Джанго подстрелил 3-го брата, скакавшего через поле во весь опор. Объяснив разозленному плантатору произошедшее и показав ему орден на убитых преступников, охотники за головами поспешно ретировались. Ночью дантист вместо денег помещает в дырку в огромном зубе динамит и оставляет повозку посреди поля. Он предвидел, что расист-плантатор будет мстить, подготовил ловушку, в которую горе-сектанты и угодили. Взрыв динамита распугал тех, кому не причинил вреда, а Джанго устранил главаря-мстителей. На привале доктор рассказывает историю о Брумхильде из немецкого эпоса, а потом, беспокоясь отпускать освобожденного раба на ярмарку рабов в поисках жены, предлагает ему сделку – поработать вместе охотниками за головами до конца зимы, накопить денег, а потом подготовленными вместе отправиться на поиски Хильди. Находясь в засаде, при выполнении первого заказа, Джанго мешкался, не решаясь выстрелить в человека, который мирно вспахивал поле вместе с сыном. Тогда Шульц преподал ему урок. Он достал объявление о награде за этого человека
грабившего дилижансы и убивавшего людей. Доктор сказал, что если он хочет спасти жену, выполняя его работу, ему нужно пристрелить бандита. После этого Джанго, не раздумывая, нажал на курок. Позднее, отработав навыки стрельбы на снеговике, они накрыли разом целую банду и доставили тела местному шерифу. Подзаработав достаточно, они отправились в Миссисипи на ярмарку рабов, чтобы там напасть на след Брумхильды. В журнале они находят запись о ней, что теперь ею владеет Келвин Кенди, владелец плантации Кэндиленд, печально известный среди рабов. Шульц говорит, что просто так ее не продадут, но могут отдать в придачу с более ценным бойцом Мандинго, если предложить привлекательную цену за него. Тогда доктор будет играть роль денежного мешка, желающего приобрести себе такого бойца, а Джанго – черного работорговца. Они прибывают в клуб. На пороге их встречает адвокат мистера Кенди и провожает к нему на второй этаж. Не отрываясь от просмотра схватки бойцов, он спрашивает Шульца о причине, по которой тот хочет купить Мандинго, и, получив ответ из-за скуки, приглашает к себе. Джанго с адвокатом отходит к барной стойке, по пути делая замечание Громиле о ношении шляпы в помещении. Там он садится спиной ко всем и закуривает сигарету, в то время как остальные наблюдают за схваткой. Особый азарт испытывает мистер Кенди, особенно когда его боец побеждает оппонента и выдавливает ему глаза. У присутствующих это вызывает скорее страх и грусть. По приказу Кенди боец добивает противника молотком. Когда перешли к разговору о делах, Джанго не без дерзости заявил, что они собираются купить не худшего бойца, как того хотел бы Кенди, а лучшего. После этого заявления плантатор говорит, что так они каши не сварят и сделки не будет. Но он заинтересовывается, когда ему делают предложение в $12 000 за правильного раба. Во время небольшой остановки по пути в Кэндиленд люди Кенди кидают издевки в сторону Джанго, который в ответ скидывает одного из них с лошади, а потом выхватывает револьвер, предупреждая нападение на себя. Мистер Кенди призывает всех успокоиться и не трогать его гостей. Дальше по дороге Джанго высказывает пялившемуся на него рабу и, скачав вдоль вереницы темнокожих, унижает их, показывая свое превосходство над ними. Шульц просит его сильно не увлекаться и не драконить Кенди, чтобы их план не провалился. Но Джанго говорит, что лишь играет свою роль и становится беспощадным, как его и учил доктор. Уже на землях плантатора группа натыкается на его людей, загнавших Д'Артаньяна, бежавшего бойца, отказавшегося больше сражаться. Кенди начинает читать ему нравоучения и издеваться, говоря, что купленный за $500 он должен был биться в 5 боях, а не в 3. Шульц вызывается заплатить деньги, только бы все прекратилось, но Джанго одергивает его и говорит, что они не будут покупать никчемного бойца, который после 20 миль побега ничего не стоит. Тогда Кенди приказывает спустить на Д'Артаньяна собак, на радость его людей и ужас рабов и доктора. И пока они терзали его, он пристально смотрел в глаза Джанго, который выдержал этот взгляд и предложил продолжить путь. На плантации прибывших встречал управляющий мистера Кенди Стивен. Он поинтересовался, кто такой Джанго и почему он на лошади. Кенди представил их друг другу. Это такой же нахальный нигер, как и ты, Стивен. Стивен — это Джанго. Вы возненавидите друг друга. После он приказал брюзжащему Стивену приготовить комнату для гостей в большом доме. Знакомившись с сестрой хозяина дома, Шульц просит его в ночь перед показом бойцов привести к нему в комнату Хильди, говорящую по-немецки. Кенди приказывает достать ее из железного ящика, посаженную туда за побег, приготовить ее и выполнить просьбу доктора. Джанго еле сдерживался от злости и жалости, глядя, как ее измученную достают и отвозят на тележке. Вечером сестра Кенди приводит доктору Хильди. Шульц разговаривал с ней по-немецки, чтобы их не подслушали. Он сказал, что прибыл сюда с другом, чтобы спасти ее, и представил его. Привет, маленькая бунтарка. За ужином обсуждали 3 лучших из просмотренных бойцов. Кенди не хотела давать лучшего, а Шульц торговался. Стивен заметил, что Брумхильда и Джанго посматривают друг на друга. Он подловил ее на кухне и спросил, знает ли она его. Получив отрицательный ответ, хитрый старик сказал, что поверил ей. Тем временем доктор договаривается о покупке бойца по имени Эскимос Джо и говорит, что вернется через 5 дней со своим адвокатом для оформления документов. Кенди спросил его о времяпрепровождении с Хильди, а Стивен предложил показать доктору шрамы на ее спине, которых он наверняка не видел и сочтет за диковинку. Это представление, остановленное сестрой Кенди, заставило понервничать Джанго, что не осталось незамеченным для Стивена. Он выходит за Хильди на кухню и уличает во лжи. А услышав, что Шульц предлагает продать ему и девушку,
прерывает его, выходя в зал. Он просит Кэнди выйти с ним, якобы на кухню по поводу десерта. В библиотеке Стивен рассказывает, о чем узнал, и предполагает, что Джанго и Хильди супруги, что весь спектакль из-за нее, ради которой не стали бы заморачиваться с продажей, ведь она стоит каких-нибудь $300, но предложение в 12 тысяч затуманило глаза. Понимание, что его одурачили и отнимали время, выводит Кэнди из себя. Он возвращается в зал с чемоданчиком, из которого достает череп старого раба. Он распиливает его и разрождается тирадой об особой преданности темнокожих, отраженной особым строением черепа. В этот момент врывается Буч с обрезом наперевес, и гостям приказывают положить руки на стол и сдать оружие, обличая во лжи. Кэнди приказывает привести Брумхильду и напоминает Шульцу, что тот был готов заплатить 12 тысяч за правильного раба, и раз они столько трудились, чтобы получить ее, то она и есть правильный раб, стоимостью $12 тысяч. По закону штата она его собственность, и если ее не покупают, он сделает с ней что захочет, и замахнулся молотком. Шульц прервал его, достав кошелек. Получив деньги, Кэнди приказывает адвокату подготовить купчую. Во время подготовки документов у доктора всплывали воспоминания о растерзываемом собаками Д'Артаньяне. Он потребовал женщину перестать играть на арфе и раздраженный вышел в библиотеку. Там он подписал купчую и бумаги об освобождении Хильди. Получив подпись плантатора, он попрощался с ним, сказав, что больше никогда не желает его видеть. Он уже собирался уходить, но Кэнди остановил его, сказав, что сделка не считается завершенной, если стороны не пожали руки. Шульц назвал это вздором и отказался делать это. Тогда Кэнди сказал Бутчу пристрелить девушку, если она попытается уйти до рукопожатия. Доктор пошел навстречу протягивающему руку самодовольному плантатору и, используя тайный револьвер, выстрелил ему в сердце. К умирающему рабовладельцу бросился Стивен, а Шульц принял выстрел из обреза. Джанго моментально среагировал и выхватил револьвер у Бутча, которым его и пристрелил. Следующим был адвокат, поднявший тревогу. Началась перестрелка, в результате которой Джанго убил с десяток людей рабовладельца. Прекратить стрельбу потребовал Стивен. Он предложил ему сдаться в обмен на жизнь возлюбленной. Джанго вынужден был согласиться. Его подвесили вниз головой в сарае. Местный капитан пришел к нему с намерением отрезать гениталии, но его прервал Стивен. Он сказал, что хозяйка передумала и решила отправить пленника в каменоломню. По его ужасающему рассказу, это наказание будет самым мучительным и жестоким по сравнению со всеми другими. Джанго конвоировали отдельно от 3 других рабов. На привале он подозвал одного из конвоиров и предложил ему законно заработать $11,5 тысяч за убийство разыскиваемых преступников, оставшихся в Кэндиленде. В доказательство он попросил достать объявление, которое ему отдал Шульц при исполнении ими первого заказа. Он сказал, что они с напарником охотники за головами, и якобы прибыли по следу на плантацию. Но там все пошло не по плану. Напарника и плантатора убили, а его решили сделать крайним. Джанго предложил освободить его, дать пистолет, лошадь и $500 от награды, вернуться и застать бандитов врасплох. Один из рабов, следовавший с ним с ярмарки, подтвердил конвоирам его слова. Они пошли на сделку с Джанго и отдали ему револьвер, которым он тут же убил 2 и 3, несшего динамит в сумке. Он вооружился, оседлал лошадь и, забрав динамит у ошарашенных рабов, галопом направился обратно под восхищенные взгляды темнокожих. Первым делом Джанго навестил наемников в хижине и всех их перестрелял. Затем он забрал свои вещи в сарае. Там же он обнаружил тело Шульца, с которого забрал бумаги. Попрощавшись с другом, он направился к Хильде. Обитатели Кэндиленда возвращались с похорон в большой дом. На 2 этаже их поджидал Джанго, удивив своим присутствием. Он убил вооруженных людей и приказал всем темнокожим, кроме Стивена, покинуть дом, перед уходом попрощавшись с хозяйкой. Скажи, мисс Лори, до свидания. До свидания, мисс Лора. Старому чернокожему он прострелил колени. Под проклятие раненого Джанго поджег от сигареты фитиль заложенного заблаговременно динамита и вышел на улицу к ожидающей Хильде. Как настоящий пижон, он наблюдал уничтожение ненавистного поместья.